вчера водители французские предупреждали, что сегодня будет плохая погода, дождь целый день. Я смотрел на небо, какие там черные облака. Думал, что какой-нибудь Армагеддон будет. Оказалось просто затяжной дождь. И даже не очень сильный. И временами перестает. Но мы, как и запланировали, пережидаем в палатке. Накупили еды на целый день. У нас есть и на обед, и на ужин, на завтрашний завтрак. Вообще, вчера во Франции был феноменальный автостоп. 4 машины именно во Франции застопили, и все мгновенно. 2 из водителей сказали, что именно в этом регионе так. Типа плохое автобусное сообщение и много автостопщиков, и вообще туристов. Я впервые пережидаю дождь в такой сухой палатке. Полностью сухой. Каким-то чудом вчера вечером удалось так ее натянуть хорошо, что все отлично, нигде ничего не протекло. Остается только ждать. Завтра уже должна быть хорошая погода. Получается, у нас где-то еще по Франции километров 500, а по Испании километров 120. А нам нужно быть на месте, там, возле Барселоны 24 ноября. А сегодня 16. Ну, вроде мы успеваем, даже с запасом. Похоже, что дождик закончился раньше времени. Сейчас только 3 часа, может 4 дня. Возле этого городишки вот мы стали. Тут железная дорога, как в первую нашу ночь в Польше. Ну что же, вот утро после дождя во Франции. Мы лихо преодолели границу между Италией и Францией. Позавчера, получается. На 8 машинах, 160 километров. Очень классно получилось с костром. У нас же дождь лил целый день и 2 ночи, можно сказать. Перед дождем я собрал дровишек в кулек. Вот, и вчера вечером, когда еще дождь шел, мокрых дров насобирал, выложил такой круг. И сегодня утром закинул в середину сухое, с одной спички поджег, оно все загорелось. Мокрые дрова тоже высохли, все сгорело. Отлично было. Согрелись утром, потому что у нас опять похолодало. Мы убегаем от зимы, она нас преследует. Кстати, как это называется? Часовой пояс, как пояс сдвинулся. Мы когда из Польши выезжали, темнело в 5 вечера. Уже темно было в 5 вечера. А вчера я посмотрел, в 6 вечера еще на небе остатки света оставалось. Вот. А еще хочу сказать, что мы позавчера, когда искали тут место, мы сперва... Вот там дорога идет, по которой мы едем. Мы на ту сторону пошли. По грунтовой дороге, между какими-то полями, участками. Ну, там очень топкое место было. И куча кабанов повсюду. Мы их слышали повсюду. И группу кабанов, где-то из 5 штук, видели, ну, метрах в 70, не больше. Они нас почуяли и убежали. Ну что же, еще раз снимаем прибытие поезда. На этот раз во Франции. Пожалуйста. Класс! Мы вот тут вот в 15 метрах в палатке. Как тихо едет, кстати. Волшебный автостоп во Франции. Волшебный. Каждый водитель предлагает себя. 1 минута, и мы едем. Стоим мы, значит, в дорожной пробке. Ну, в том предыдущем городке. Там дорожные работы были. И выстроилась линия машин. Значит, только я поднимаю руку, сразу же из этой пробки выруливает машина, к нам подъезжает. Но водитель говорит, ну, я не доезжаю до Гапа. Там до города, в который мы едем, 16 километров. Он говорит, я туда
не доезжаю. Ну ладно, спасибо, извините. Все. Дальше я поднимаю руку. Парень в машине такой, то обращает на меня внимание, говорит, ну, так смотрит, типа, рядом с собой, есть место у него, нету. Да давай, типа, я говорю, ну нас двое. А, типа, двое, ну ладно. Хорошо, трогается эта вереница машин, я с вытянутой рукой, проезжают две машины, третья нас забирает и довозит. В общем, водитель сказал, что тут огромное количество путешественников, в том числе с рюкзаками, и типа тут принято подвозить. И вот он довез нас в город Гапа и говорит, вы можете бесплатно проехать на автобусе. Тут общественный транспорт бесплатный. Ну, посмотрим. Нам сейчас разбираться в схемах, какой автобус куда едет. Может, проще тупо пешком пройти, как обычно. Проедем несколько остановок на автобусе бесплатно. До центра, во всяком случае. Ну, отлично, слегка подъехали. Шикардос. А то как-то, понятное дело, через большие города долго идти. А тут какой-то маленький городишко вроде незначительный. А я что-то посмотрел по карте, час идти. Но подъехали на автобусе, и то шикарно. Какие-то дворцы. Я вообще не понял, куда мы попали. Я думал, это какой-то провинциальный городок. Что это такое? Вышло солнце, небо синее. Мы согрелись. И даже ноги мокрые наполовину высохли. I started my YouTube channel about this travel. Yeah, and I make short videos, and then I will make more long video about travel. Продолжаются сказочные пейзажи и нереальный автостоп. Нас подвез фермер. И это была первая машина, которая проезжала. Такие приятные люди. Тут так красиво. Красотища неописуемая. Ну давайте посчитаем, с какой машины нас подвезут. Ну, не первая, но 20-я машина нас подобрала. Женщина привезла в очередной город, крошечный. Мы сейчас пообедаем. А еду мы уже купили. Это такой фонтанчик с водой. И возле него лавочки. А горы продолжаются. Это городок Сэр. И я уже вижу место, где мы будем ступить дальше. Вот доехать бы до города Оранж. 126 километров отсюда. Было бы супер. Какие красивые тут места. Маленькие городки в горах. Где там Антон отстал? На своей волне. Машины, если честно, нету. Да. Если можно присесть, отдохнуть при голосовании, при ожидании машин, значит машин слишком мало.
Так, вон та не подходит, там только одно место. Ну-ну. А мы опять в глухомане. Да не надо, тут одно место, я же говорю. Фух, устал немножко. Ехали 3 часа на одной машине. Очень интересный автостоп во Франции. Буквально минута, и тебя подбирают. На какой бы дороге ты ни стоял. Ну вот подобрала нас машина. Вышел водитель, чтобы помочь закинуть в багажник наши рюкзаки. Я ему называю последний город по этой трассе. Ну, знаете, на указателях дорожных там пишут, типа, ближайший город и последний город, Оранж. Он говорит, Оранж, ну окей, Оранж. Садимся, он говорит, ну вообще, я тебя могу закинуть или в Оранже, или перед Оранжем высадить, или там еще в какой-то город завести, потому что я еду туда. Я смотрю по карте, да, вот этот второй город вроде получше даже будет. Что-то едем, начинаем общаться, рядом с ним девушка. На переднем сиденье, мы на задних. Она говорит, вообще-то я еду вот в такой-то город. Я смотрю по карте, а это еще километров 70 дальше и по моему маршруту. Да, едем и начинаем разговаривать. Он говорит, что он тоже бывший автостопщик и говорит, я не прощу себе, если высажу тебя вот в этом городе, куда девушка едет, потому что там очень плохой автостоп, очень плохие места. И предлагает мне еще, давайте километров 15, там в села вывезу, и ты, если ты хочешь большие города и большие дороги хочешь пропустить, ну, в смысле поехать по маленьким, то вот я тебе предлагаю еще один вариант. Короче, я не знаю, километров 170 мы с ними проехали. А что интересно, получается, эта девушка, она с ним не знакома, она волонтерила тут вот где-то в регионе, в каком-то социальном проекте, и типа как в Блаблакаре с ним ехала. То есть человек уже имел попутчика и все равно остановился. А вообще он горный гид. И по всему миру работает на разных маршрутах, в разных компаниях. Вот. Ну еще у нас есть время. Тут просто тучки набежали и кажется, что уже вечереет. Нет, еще, наверное, 3 часа чуть позже. Еще часа 2 до... часа 2 спокойно можно ехать. Ну, не знаю, мы уже столько сегодня проехали. Он тут нас высадил на маленьком пятачке, на котором, в принципе, можно стопить, но только через 100 метров развилка. И это фигово всегда. Но он говорит, что за развилкой плохое место для автостопа. Наверное, мы сейчас пойдем сходим, посмотрим. Потому что перед развилкой стопить. В общем, я не знаю, это Unreal.
Автостоп во Франции фантастический. Фантастический. Такого не бывает. Не бывает. Я нигде такого не видел. На любой дороге в течение минуты тебя подбирают. Вообще. Фух, ну всегда, когда проезжаешь очень много за день, как-то такое ощущение, что слишком быстро перемещаешься. Надо отдохнуть. Что-то дождик уже начинается, я не понял. Да, что-то капает. Ладно, все, завершаем, значит, наш разговор. А мы едим хурму с дерева. Неосмотрительно росла вдоль дороги, возле дороги. За заборчиком, но я дотянулся. Вполне спелая. Но так просто не бывает. Сколько мы уже едем, сколько водителей, и подбирают сразу же. Более 3 минут мы нигде не стояли. Фантастика, но обычные люди подбирают. И листья с улицы тут никто не подметает. Настолько все хорошо, что мы вот сейчас возьмем и купим себе шоколадку в Лидле. Увидели, что работают люди, подошли, попросили воды. Нам набрали 3 бутылки. Нам пока не удается здесь найти место для ночевки. Сейчас свернем в город и там выйдем с другой стороны на природу. Надеюсь, там будут не такие крутые скалы.